Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Есть ли у нее сейчас другой? Счастлива ли она вообще с другим или нет? А может быть, она в одиночестве? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Довольно непростое у вас сейчас моральное состояние. Вот именно морально-душевное, да, вот тяжело, может проигрываться кому-то усталость и физическая, и моральная, кому-то из вас, да. Может проигрываться еще грусть, печаль, тоска, вот именно связанная с женщиной. Женщиной, которая осталась далеко в прошлом, женщина, которая ну, принесла очень много негативных моментов, очень много переживаний. Женщина, которая очень любила держать все под контролем, унижать, оскорблять, довольно непростая дама, которая очень сильно любила, чтобы все ее хотелки исполнялись. Вот такая я вся королевишна, да. Очень много таких, знаете, вот неприятных моментов вы пережили в своей жизни, именно связанных с личной жизнью. Вы вообще такой человек очень трудолюбивый, да, вы не любитель скандалов, вы в чем-то даже, знаете, вот вы, если копнуть глубже, да, вы на самом деле очень такой спокойный, в принципе, уравновешенный человек. Но именно вот эта ситуация с женщиной, которая у вас произошла, она сделала даже вас более каким-то вспыльчивым, более, может быть, острым на язык, таким колким, да. Вы как-то вот научились давать отпор обидчикам, вы научились говорить нет, постоять за себя. Если раньше вы были, ну так, потише, да, вы не особо реагировали на какие-то колкости раньше, да, то сейчас вот вы сами вот как ежик иногда становитесь, да, когда кто-то на вас, ну даже может быть голос повышает, это вас задевает очень глубоко. Сейчас я не могу сказать, что у вас рядом есть любимая женщина. Скорее проигрывается какое-то состояние одиночества, может проигрываться состояние ненужности, да, вот грусти. Именно грусть еще из-за того, что рядом нет любимой женщины. Да и к женщинам, в общем-то, есть некое недоверие, опасение есть. Поэтому как-то вот, ну, не складывается личная жизнь, от того тоже довольно тоскливо на душе. Так, что у нас еще проигрывается? Смотрите, у тех, у кого есть дети, может еще быть ситуация, когда вы очень скучаете за своими детьми, да, у кого нет детей, здесь идет момент, что вам бы очень хотелось вот встретить женщину, именно которая подарила бы вам ребенка. Если же, вот еще раз говорю, если у вас есть уже дети, это может быть и как скучание за ребенком, так и, знаете, вот момент, момент вот нехватки именно совместно проведенного времени с ребенком, да. То есть вы, возможно, не так часто видите ребенка, либо же бывшая женщина вам не дает встречаться так часто, как вам хотелось бы, да, потому что, ну, довольно часто женщины прибегают к таким манипуляциям и не дают общаться вот именно после разрыва, после развода детям с отцом. Ну, такая своего рода маленькая месть. У вас еще проигрывается вот ситуация, когда довольно много страхов, да, вот это и страх одиночества, вот у страха глаза велики, хочется сказать. Это преувеличенные даже ваши страхи, это то, что я говорила, когда вот, знаете, как же это объяснить так, чтобы по-простому? Это ситуация, когда, да, страх присутствует, но вы слишком сильно преувеличиваете, да, вот тоже недоверие тотальное к женщинам, это тоже недоверие вообще к людям в целом, да, вы очень так осторожно подходите к новым знакомствам, к новому общению, это касается абсолютно всего, даже вот по работе, да, очень-очень так вы осторожно подходите к этим моментам. То есть отпечаток у вас наложен и довольно такой непростой отпечаток.
Итак, давайте смотреть дальше. Какая же женщина пришла к нам на расклад, да? Боже, жарища такая, что вообще трудно просто дышать уже. Ну, я не знаю, напишите в комментариях, ребят, сколько у вас градусов сейчас. Это трэш, просто до 40 градусов жары. Невозможно, сердце просто выпрыгивает. Так, смотрим, какая женщина пришла на расклад, да, о которой сегодня пойдет речь. Ну, сразу же, посмотрите, ну, это такой кукловод, это такая манипуляторша. Женщина, очень любящая интимные утехи. Женщина, которая профессионально управляет другими, да, вот она настолько умеет манипулировать, причем вот она своим поведением, своим отношением как-то вот она, ну, доводит людей, ну, чуть ли не до сказа, да. Это может проигрываться не только у вас, это вообще связано с окружающими. У такой женщины вряд ли есть хорошие, надежные друзья, верные друзья, да, вот она как-то дружит по выгоде. Вот она управляет вообще по жизни ситуацией, да, вот ты сегодня мне выгоден, я с тобой дружу, завтра ты мне уже не выгоден, все, до свидания. Ну, то есть вот в таком ключе. Хотя при всем при этом, да, при своем каком-то таком противном, вспыльчивом характере, женщина может любить животных, да, может о них заботиться, она, в принципе, ну так, она неплохая хозяйка, может проигрываться, да, вот неплохая любовница, но в то же время вот характер, конечно, оставляет желать лучшего, поэтому с ней довольно непросто. Вот она любит все контролировать, она любит все под себя вот как-то подстраивать, вот как она хочет, так должно быть. Последнее слово всегда за ней. Ну, то есть с ней очень и очень непросто. Хотя, да, хотя внешне она может быть довольно привлекательной, она может следить за своей фигурой, за своей внешностью, она может хорошо и со вкусом одеваться, но тем не менее. Итак, давайте-ка смотреть, как она поживает, какая у нее сейчас личная жизнь, если у нее вообще другой, да. Итак, смотрим, есть ли у нее другой мужчина. Смотрите, у нее нет мужчины, который мог бы называться вот ее любимым человеком, ее мужчиной, который вот именно с ней находится в стабильных, серьезных отношениях. Здесь абсолютное отсутствие постоянства. Здесь человек постоянно ходит в маске. Это то, что я говорила, да, вот и вашим, и нашим. То есть это абсолютное лицемерие, абсолютный человек двуликий, да, когда вот она показывает свое как бы хорошее лицо, да, когда это выгодно. Когда это невыгодно, она одевает совершенно другую маску, да, то есть она с разными людьми общается абсолютно по-разному. Очень неискренний человек, а и мужчины это прекрасно видят. То есть у нее, смотрите, да, у нее бывают такие периодические отношения, но это легкие отношения. Опять же, она, знаете, она как-то вот с мужчинами вступает в связь вот именно по выгоде. Чем больше выгода, тем больше вероятность, что она с этим мужчиной зароманит, да. Но другое дело, что ее очень быстро раскусывают, это да. И тогда она вот остается у разбитого корыта, и тогда вот ей бывает хреновенько. Вот она тоже периодами грустит, страдает, плачет. То есть здесь счастьем даже не пахнет. То, что она пытается показать, что она такая вот вся распрекрасная, счастливая, нет. Она, конечно же, внешне она показывает и свое хладнокровие, и свое какое-то вот, знаете, вот, ну, безразличие, что ли, да, вот к вот этим вот негативным моментам. Безразличие, вот, ну, ее послал мужчина, да, она, конечно же, на людях это не будет показывать, что ей плохо. Это она ночами может в подушку плакать, да, и страдать. Вот, не более того. А на самом деле, вот кошки скребут на душе, на самом деле ей очень и очень плохо. И на самом деле вот она абсолютно несчастливый человек в личной жизни. Вот знаете, она ищет мужчину, который, это сейчас мы пытаемся вот, да, рассмотреть ее, ну, более глубже, да, вот ее как бы потайные души. То, что она пытается показать себя королевишной, это абсолютно не так. Она внутри глубоко несчастный человек. Она очень хочет, знаете, вот помимо того, чтобы ее кружили, да, она тоже хочет и поддержки, и заботы, и опоры, да.
Но другой момент, почему она так поступила с вами, да, вот почему, когда вы это все давали, но это будет уже совершенно другой расклад. Вот я как-то делала уже на эту тему, да, вот когда человек вышло, что вот по раскладу, тогда помню, по-моему, получилось, что она просто с жиру бесится, да, вот что думала, а да, гульну я там, да, а мой благоверный ничего и не узнает, да, вот как-то так. Поэтому у нее нехватка и поддержки, и опоры, у нее нехватка вообще вот этих вот, знаете, трепетных человеческих отношений, которые, ну, так всем нам не хватает. Она вот, знаете, она находится в таком состоянии, когда она не может открыть душу никому. Ну вот свое настоящее нутро, ей особо не с кем поплакаться, да, ей не с кем поделиться вот какими-то своими потайными секретами, как обычно, ну, женщины это любят. Это мужчины, когда у вас проблемы, когда вы там болеете, неприятности у вас там, да, тогда вы замыкаетесь. Мужчины решают проблемы внутри себя. У женщин же наоборот, женщины должны это все выговорить, должны поболтать, да, вот как-то выплеснуть всю свою боль. Поэтому она даже в этом, она несчастливый человек, потому что у нее нет такой надежной подруги, нет поддержки и опоры. Ну, разве что с мамой, да, если она там имеет более-менее нормальные такие вот доверительные отношения. И то я не уверена. Я вот не вижу даже, ну, я не знаю, мне кажется, даже с мамой, либо же даже если есть сестра, я не вижу таких прям теплых отношений. Напишите в комментариях, есть у вашей бывшей вот теплые отношения с матерью, либо там с подружками, с сестрами и так далее. Потому что, ну, человек, от которого как-то вот со временем, знаете, вот все отворачиваются, то ли ее раскусывают, вот ее какой-то корыстный характер. Здесь может проигрываться даже ситуация, когда она использует даже своих родственников. Она вот... Она, знаете, она даже с близкими людьми, она не умеет показывать свою любовь. У меня уже такое ощущение, что она даже как-то и любить не умеет, что ли. Вот человек, который абсолютно ориентирован только на саму себя. Она, с одной стороны, и страдает от этого, да, потому что она, ну, не видит тепла к себе, тепла от других людей. Но то, что она сама в этом во всем виновата, она этого даже не понимает. Я в перспективе, но я абсолютно не вижу, что у нее появится мужчина, который будет ее любить, кружить. Вот она так и будет периодически прыгать по жезлам, да, эти жезлы ее будут динамить, ну так, поматросил и бросил. Как-то я не вижу у нее особых перемен. Она так и не собирается снимать маску, вот эту двуличие, лицемерие. Она не собирается как-то менять свой жизненный подход, делать работу над ошибками. Ну вот единственное, этого человека можно пожалеть, потому что, ну, чисто по-человечески пожалеть. Потому что, в принципе, я понимаю, что это работа бумеранга, да, вот она получила, что заслужила. Но как эмпатичный человек я могу только посочувствовать, да, потому что, ну, как бы это не по-людски все-таки злорадствовать, да, вот некоторые, да, говорят, что вот мне хорошо, когда там кому-то плохо, но это не по-людски, я считаю. Вот такие пироги, ребятушки. Она несчастлива, у нее нет стабильных отношений, если кого-то интересовал этот момент, да. То есть она разрушила и вашу жизнь, по большому счету, и она разрушила и свою жизнь. Но ошибок своих она не хочет признавать. Это такой человек, который абсолютно не признает своих ошибок, она всегда права. Последнее слово за ней, как она сказала, так и будет. И я думаю, вы это прекрасно знаете из своего прошлого. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!